Кинезис означает движение. Потребность в этой услуге существует сумасшедшая. Благодаря моему ангельскому характеру. На сегодняшний день наша география — это 17 стран. Потому что мы делаем свой бизнес хорошо. Мы работаем на результат. Что ребят 500 000 подписчиков на ютубе. Мой приоритет — это мое здоровье. Он всегда найдет на него время. Моя грыжа подождет до следующего года. Какая-то ерунда. Ого, болит сильнее. Нас интересует, где находится источник этой боли. А он, как правило, находится далеко от того места, на которое жалуется пациент. Я вот послушал вас, думаю, господи, сколько всего надо знать, каким надо быть умным человеком. Потому что правильное движение лечит, неправильное движение калечит. Когда я попал в это место на консультацию к Глебу, первый вопрос, который вы мне задали: ну что, чем ты себя убиваешь? И я такой: в смысле в спорте? Нет, в смысле по жизни. Я такой: в смысле мыслями? Нет, в смысле по жизни. И я говорю: ну окей, я предприниматель. И вы записали, я не знаю, что вы записали там, но я подумал: вау, какой классный вопрос, да, чем ты себя убиваешь? Получается, мы рождаемся, приходим в этот мир и потом делаем что-то, что нас убивает, да? Хотелось бы по-другому, возможно, существуют какие-то другие конструкции. И сегодня в этом видео я ставлю очень важную задачу для зрителей. Во-первых, разобраться в том, как вы запускали этот бизнес, да? Вы расскажете, в каком месте мы сейчас находимся. А во-вторых, поговорим про здоровье, про кинезиологию, про то, является ли это наукой или нет, что там с рептилоидами, да, то, что мы с тобой за кадром обсуждали. Где правда, где наука, где помощь, а где вред. Уверен, что нашим предпринимателям из Польши или тем, кто планирует сюда переезжать, будет полезна как и техническая часть по открытию бизнеса, так и часть, связанная со здоровьем. Наша миссия канала About Польша, да, расширяется уже и на здоровье наших предпринимателей. Поэтому поможем им по двум плоскостям. Давайте знакомиться. Давайте. Итак, мы находимся в реабилитационном центре Kinesio Hub. Это центр физиотерапии, кинезитерапии и прикладной кинезиологии. Мы создали этот центр в Варшаве на основании нашего опыта. У нас более 23 лет опыта работы в медицинской реабилитации. Мы с Глебом развиваем это направление, и вот последние 12 лет мы делали упор на учебном направлении. То есть мы проводим курсы повышения квалификации для специалистов по всему миру. На сегодняшний день наша география — это 17 стран. 17 стран, в которых мы действительно очно присутствуем, где наши есть филиалы и где мы проводим семинары. Это от Арабских Эмиратов до Соединенных Штатов, от Израиля до Казахстана, там мы проводим эти семинары. И всякий раз, вот особенно после начала войны, когда мы начали уже еще более активно путешествовать, то мы понимали, что нам очень не хватает клинической базы, нам не хватает, куда людей направлять на лечение. Мы рассказываем, как надо лечить, мы учим, как надо лечить, но мы не можем их куда-то направить, где бы действительно был самый лучший сервис в плане диагностики, коррекции, отслеживания нарушений. И вот поэтому эта идея назревала давно, но у нас просто не было для этого времени. Но сейчас просто поняли, что дальше ждать некуда. И создали этот центр здесь, в Варшаве. Добро пожаловать в центр Kinesio Hub. У нас есть несколько важных узлов. Первый из них — это кабинет специалистов, где идет прием. Да. Проходим, смотрим. Доктор Глеб, здравствуйте. Вот здесь все как происходит. неожиданно. Какая встреча, да. Здесь все происходит, осмотр пациентов происходит на кушетках. Как видите, здесь нет никакого специального оборудования для того, чтобы проводить диагностику. Мы используем мышечно-скелетную систему. Это правильная, высокая квалификация специалиста, его руки, его разум. Это все самое главное. Я был как раз на этой кушеточке, меня тоже проверяли. Да, видишь, кушетка видала разных... что это за фраза означает? Если ты будешь любить то, что ты делаешь, ты всегда будешь счастливым. Это Альберт Швейцер. Ты всегда будешь иметь успех. Ты всегда будешь иметь успех. Альберт Швейцер, лауреат Нобелевской премии, это такая вот девиз Глеба по жизни. Альберт Швейцер – это лауреат Нобелевской премии мира. Это был человек, который давал концерты органной музыки по всей Европе. И на заработанные деньги содержал больницу, которую построил в Западной Африке. И бесплатно там лечил людей. Когда деньги заканчивались, он снова приезжал в Европу, давал концерты, собирал деньги и снова привозил их в Западную Африку, в свою клинику. Дальше мы идем в кабинет физиотерапии. Это физическая терапия, где используются аппараты для физиотерапии. Здесь электропунктура, здесь миостимуляция, здесь прессотерапия, лимфодренажный массаж. Есть вот такие вот
космические... Это я пробовал, кстати, да, руку Да, космическую. да, да. Это космические такие девайсы. Ну, у нас нет времени. Ну, это как в «Мстителях», да, когда у него Абсолютно, были да, здесь. только он не стреляет. Вот такие классные космические девайсы. Очень много разных фишек, которые могут по-разному воздействовать на руки, на ноги, на лимфатическую систему, на суставы, на шею и так далее. У нас тут работает потрясающая медсестра Наталья, она просто сказка. Придешь, влюбишься, Да, обещаю. будем Пошли пробовать. дальше. Здесь у нас такой маленький пантеон. Это книги, которые мы издаем в рамках нашего учебного процесса, так называемая библиотека прикладного кинезиолога. Тут все профессора, это врачи, профессора, которые работают на кафедрах, которые работают в университетах. То есть говорить о том, что это псевдонаука, о том, что это не имеет отношения к медицине, это бред, это Википедия. Но Википедию мы на нее не ориентируемся. А вот эта книга Глеба, доктора Глеба, она переведена на 4 языка. Издается, кстати, на Обратите польском. внимание, да, на польском. На польском есть. Прошу Польский, немецкий, английский и русский. Книга это настоящий бестселлер для специалистов, которые занимаются реабилитацией опорно-двигательного аппарата. Продается по всему миру. На сегодняшний день более 25 тысяч экземпляров проданы. Это не супер много, но учитывая, что это профессиональный учебник для врачей, 25 тысяч экземпляров, вот она так выглядит. Это 3 килограмма знаний, написанное в COVID. COVID, видите, сыграл хороший результат был от COVID. Продано. Поехали. Идем дальше. Глеб, есть что добавить по вам, по интро, по экспертизе? Я думаю, что Максим исчерпывающе кратко рассказал, в общем, всю суть происходящего здесь. Понятно. Давайте тогда разбираться с бизнесом в Польше. Тем более, что для нас это честь и привилегия. Мы вам в этом частично помогали, да, открывали компанию. Вот Виталий Юрьевич стоит за кадром, он участвовал в процессе. Я помню эту первую фотографию, Виталик мне ее скидывает в общем чате, говорит: ты знаешь, у ребят 500 000 подписчиков на Ютубе. Я такой: вау, мы тут со своими там 40 000 еле их набрали, да, а у вас тут 500 000, поэтому классно, что вы доверились в этом всем нам. Спасибо вам за это. Но давайте обсудим, какие были проблемы, ошибки, да, что было сложного, чтобы люди, которые планируют открывать подобный бизнес, возможно, в медицинской сфере, и мы обсудим, кстати, медицинская ли эта сфера или нет, да, то, что мне, там, как простому обывателю, непонятно. С чем вы столкнулись? Давайте начнем с роудмэпа, как это выглядело. Ну, для начала мы должны были определиться со страной, потому что, как Да. я сказал, 17 стран, и есть в каждой стране партнеры, друзья, которые кричат: открывайте у нас, мы вам поможем. Ну, обычно все, которые кричат: мы вам поможем, они вот дальше, чем покричать, не идут. Запала не хватает потом, да? Да, они говорят: мы вам все сделаем, у нас есть инвесторы, и за время, которое мы вот посвятили поиску, уже конкретно, предметно начали заниматься созданием центра, мы провели, наверное, несколько десятков переговоров с потенциальными инвесторами, которые раздували щеки, которые говорили, что да, супер идея, мне лично самому первому это нужно, да я сам пойду, но вот вы только откройтесь, а я потом к вам приду. То есть вначале как бы речь шла про инвестиции, а потом она как-то сходила на нет. В итоге мы решили сделать это сами, своими средствами, своими силами, своими личными инвестициями. И в этом было очень серьезное наше решение, потому что мы, когда с инвесторами вели переговоры, мы всякий раз сталкивались с такими вопросами: ой, а можно мы добавим туда, скажем, там, косметологию? Мы говорили: нет, это вообще разные вещи. Мы занимаемся реабилитацией, какая косметология? Ой, слушайте, а давайте мы добавим там, скажем, детскую комнату какую-то. Ну, то есть, короче, какие-то абсурдные предложения шли, которые шли вразрез с нашим представлением, как это должно было быть. И мы поняли, что если мы сейчас не сделаем так, как мы хотим, вот первый наш центр европейский, так как мы хотим на 100%, то мы потом будем всякий раз потыкаться, масштабируясь, открывая новые центры по франшизе. У нас всегда будет какой-то вот этот вот барьер, об который мы спотыкаемся. Поэтому мы приняли решение, мы вложили собственные деньги. Мы этот центр создали полностью, вот как он есть, как ты его видишь сейчас, за 150 000 евро. Да. Здесь все. Здесь ремонт, концепция, идея, оборудование. И здесь так называемая подушка безопасности на первые 4 месяца. Потому что очевидно, что первые 4 месяца мы работаем в минус, причем в хороший минус. В прошлом месяце, в первом месяце нашей работы, мы открылись в ноябре, у нас был минус 7 000 евро в первый месяц. То есть как бы такой себе еще бизнес. Но, естественно, любой бизнес с этого начинается, наверное, и мы поэтому заложили. Сейчас минус 7 000 — это ваши постоянные переменные расходы в месяц, да? Это ваша точка безубыточности в месяц сколько тогда? 1000? Ну, смотри, мы должны были как? Мы должны были рассчитаться за все коммунальные, за аренду, за зарплаты, за текущие расходы. Плюс у нас шла докупка оборудования, и вот все это в процессе, вот плюс и минус, все сошлось. Доходы минус расходы, Да, и получается вот это. минус 7 000 евро получилось. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна легализация в Польше.
Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу напишите комментарий. А если вы хотите, чтобы мы поработали над вашей легализацией, над вашим кейсом, то внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Но на самом деле мы в первый же месяц, который начали работать, нас никто еще здесь не знает. Мы в Польше проводили семинары, то есть для специалистов. Ага. Пациенты нас тут особо не знали. У нас за первый же месяц было более 100 пациентов. 100 человек прошли здесь, вот это первичные, которые хотя бы раз сюда пришли. И это был очень хороший результат. То есть мы, в принципе, были готовы к тому, что будет значительно хуже. Сейчас вот у нас декабрь, это такой слабый месяц, потому что уже все думают про Новый год, Рождество, поездки, отпуски, салат оливье и так далее. Моя грыжа подождет до следующего года, да? Абсолютно. И потом поговорим об этом, когда люди настолько откладывают свое здоровье не то, что на завтра, они говорят, что нет, слушайте, у меня сейчас там отпуск, конференции, переезды, дети в школу идут, как бы я потерплю. И терпят боль, и это странно, что люди готовы терпеть боль ради каких-то второстепенных вещей. Вот. Но, короче, мы открылись, и мы 150 тысяч евро в это вложили. В злотах не знаю, мы еще к злотам сильно не привыкли. И вот, собственно говоря, это был наш старт. И еще один важный момент, который я для себя принципиально отметил. То есть у нас в проекте бизнес — это моя часть, у Глеба это вся медицина, это вся стратегия, концепция, наполнение, продукт, оборудование, пациенты, обучение персонала и так далее. То есть у меня была очень четкая, жесткая позиция, что никакого бизнес-плана у нас не будет. О, интересно, почему? Вот потому что когда-то, не помню от какого-то умного, наверное, человека, я услышал убедительную точку зрения о том, что бизнес-план — это фигня. Потому что ты бизнес-план рисуешь какую-то идеалистическую концепцию, на которую ты ориентируешься, и потом каждый день реализации у тебя что-то меняется. Обстоятельства, которые ты не учел, обстоятельства, которые в принципе поменялись. Все что угодно. Трампа выбрали, все там. Биткоин скакнул, и все посыпалось. Я фантазирую. Поэтому я себе бизнес-план сделал просто. 150 тысяч евро, из которых 50 тысяч ремонт, 50 тысяч оборудования, 50 тысяч — это обучение персонала, это подушка безопасности и так далее. И вот таким образом мы разложились. И мы уложились в эту концепцию практически идеально. Вот мы потратили, вот в итоге, когда мы посчитали все, у нас получилось примерно где-то 138-140 тысяч евро у нас вот на старте, когда еще сумма денег оставалась для того, чтобы докупить еще какие-то мелкие там по оборудованию. Вот мы четко уложились в эту сумму. Поэтому мне, когда вот мы здесь делали ремонт, рассказывали, вам нужен проект, вам нужны согласования, вам нужны там высоты, объемы, вентиляция, сертификаты. Я говорил, нет, у меня все в голове. Вот у меня всегда так было, всегда все в голове. И я знаю, какие цвета, какие объемы, какие должны быть промежутки между оборудованием, где что будет стоять. Поэтому у нас это получилось, и я продолжаю настаивать, бизнес-план не нужен. Как выглядел алгоритм открытия? Давай сейчас вот для людей нарисуем дорожную карту. Вот что им нужно? Первое, принять решение, что это будет Польша, да? И вот давай дальше, какой алгоритм был у вас? Ну, немножко добавлю, почему решили, что это будет Польша, потому что потенциально, когда мы уже вот конкретно рассматривали, где это будет, мы рассматривали Германию, Латвию и Польшу. У нас были 3 страны. Почему это были эти страны? Потому что в Германии было очень мощное лобби, люди говорили, мы вам тут поможем вообще, все обеспечим, все сделаем. Но потом, когда мы узнали, что уже постфактум, когда мы открылись в Польше, вместе с помощью Виталия мы открыли фирму там за 1 день, по сути, да, там, совсем быстро. И когда нам наши коллеги из Германии сказали, сколько вы потратили времени на это? Мы говорим, 1, 2, 3 дня, мы получили все документы, все начали уже. Они говорят, слушайте, а мы уже 11 месяцев как это все подали, до сих пор не получили. 11 месяцев они просто ждут. Да. А ведь здесь такая существует фишка, что для того, чтобы открыться, нужно уже иметь юридический адрес. Да. А чтобы взять юридический адрес, уже надо брать его на свою фирму. То есть получается, что у нас был вот этот вот затык. Что первое, непонятно, адрес или фирма? Так оно друг с другом не работает. Да, оно, оказывается, не работает. И получается, что мы потом искали костыли, слава богу, нам Виталик помог эти костыли найти. Но когда мы понимали, что если бы мы взяли, например, помещение, начали бы платить за него, у нас за это помещение выходит примерно 6 тысяч евро в месяц. Мы за него платим. Сколько здесь квадратов? 250. Ну и мы находимся возле Аркадии, да? Хороший район, проходной. Это хороший район. Поэтому мы, когда понимали, что мы можем его взять, но работать еще не сможем, потому что еще будут эти всякие процедуры, мы поняли, что нет, это точно не Германия.
Германия, в которой это все крайне долго, крайне сложно. Ну и плюс еще язык. В плане языка мы очень сильно ориентировались на Латвию, потому что в Латвии практически все говорят на русском языке. Ну да. Они делают вид, что его презирают. Ну, мы все его презираем, но тем не менее говорим. Поэтому это был очень большой такой стимул уехать в Латвию и делать это там. Но потом... Дешевле, мне кажется, как будто. Значительно дешевле, но когда мы поняли, что вся Латвия размером только с одну Варшаву, Да. и даже во всей Латвии не будет столько людей, сколько в одной Варшаве, и плюс мы в Варшаве были много раз на тот момент и понимали, что Варшава — это настолько динамично развивающийся хаб, в котором столько молодежи, столько предпринимателей, столько энергии, столько крови, в хорошем смысле, что мы поняли, что Варшава однозначно, это если бизнес, то должен быть в Варшаве. Ну, вначале, конечно, мы все открыли с Виталиком, он нам помог, вся эта процедура была открытия. Очень, кстати, феноменально это все легко прошло. Я даже не подозревал, что можно открыть бизнес в Европе настолько просто. Потом мы искали помещение. Я нашему директору всегда говорю, что когда мы будем лет через 20 сидеть на нашем острове в Карибском бассейне, который мы купим в результате нашего бизнеса. Кинезио остров. Кинезио остров, да. И мы будем на нем сидеть и писать книгу о том, как это все происходило. Запомни эти факты, что мы нашли помещение. Это первое помещение, которое мы увидели. Оно нам идеально подошло по всем параметрам, идеально расположено. Дело в том, что к реабилитационному центру есть много требований. Это должны быть первый этаж, это не должно быть лестницы. Ну, если лестница, то пандус. Высота потолков, перекрытие, которое выдержит это оборудование, здесь 5,5 тонн оборудования и так далее, много разных факторов. И когда мы нашли помещение, которое сразу по площади, по расположению, по всем техническим характеристикам соответствовало этой задаче, мы просто были в шоке. Как, что сразу вот так вот, я говорил, может, поищем еще на всякий случай, ну, просто для проформы посравниваем. Мы решили, нет, типа, нам это подходит, и мы поняли сейчас, что мы не ошиблись. Мир разделяется на две категории. Первый — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами и продолжаем смотреть выпуск. Класс. Дорожная карта. Значит, первое — это помещение, потому что, ну, я думаю, что практически в любом бизнесе помещение это очень важно. Но мы, когда, опять же, мы находимся на закрытой территории жилого комплекса, и когда нам говорили, ну, может быть, это не очень удобно, у вас тут нет проходника, у вас тут вас не видят с фасада, люди не ходят мимо, они приходят только намеренно и предметно. Был такой риск, и я, на самом деле, очень переживал об этом. Но потом мне говорили, слушай, там у нас маникюрщица открыла салон маникюра там, на 16 этаже жилого комплекса, где-то там вообще в Чигирях, и у нее люди ходят там с утра до вечера, чуть ли не с 8 утра до 10 вечера, толпы, очереди, все ее находят, все спокойно находят все коды, доступы, пароли, явки, и никаких проблем с этим нет, поэтому... Вопрос мотивации, да? Если хорошая услуга, если люди знают, для чего она им нужна, то они найдут, придут и так далее. На проходняк рассчитывать не стоит. Okay. Мы поняли, что так и есть. Получается, сначала вы искали помещение, потом регистрировали компанию, да? Или где-то параллельно? Мы вначале регистрировали компанию, да. И споткнулись об... Это вот фантастическая история, что надо, чтобы зарегистрировать компанию, надо иметь помещение, чтобы взять помещение, надо уже иметь компанию. Да. Вот. Ну и мы там вырулили, конечно. Но на самом деле вот это вот были параллельно два процесса. Помещение мы нашли феноменально быстро, тут же начали ремонт. Нам очень повезло, потому что мы начали сотрудничество с командой. Елена Ригель, это наш менеджер, администратор, которая занималась всем этим ремонтом, у которой есть вообще все, вот что только ты можешь захотеть в плане ремонта, у нее вообще есть все. И у нас были такие сложные задачи, опять же, сложная задача для нее была с нами работать, потому что она говорит, ребят, нужен проект. Вот нужно все расчертить, визуализации сделать, где что будет стоять, все продумать. Я говорю, нет, мы не будем. Она еще сказала, ну, тогда вот посчитали, там все эти проекты будут стоить там тоже очень хороших денег. Я говорю, нет, давайте так, у нас все в голове, вот делаем, вот эту стенку двигаем сюда, эту стенку сносим, здесь делаем проход, тут был 1 туалет, мы сделали 2 туалета, раздевалки, мужская и женская. Я говорю, ну, тут о чем речь? 250 метров. Мы сами это все прикинем, разрисуем, расскажем, раскрасим и так далее. Потом в итоге, когда мы отказались от проекта, и она согласилась сделать без проекта, у нас всякий раз была такая история, мы с Глебом смеялись,
когда мы говорили: Елена, концепция меняется. Здесь эту стену надо убрать. Или там: Елена, здесь эту дверь нужно переместить на 20 сантиметров. Или здесь надо поставить радиатор. И она всякий раз удивленно хлопала глазами и говорила: ну, надо, значит сделаем. Вот. То есть нам повезло очень с ремонтом, и мы сделали ремонт вот здесь полностью. Все, это вся перепланировка, это снос стен, это мы сделали из одного большого санузла 2 раздельных с раздевалками, это мебель. Это все мы сделали за 2 месяца. 2 месяца, я не знаю. Это быстро, это для Польши даже это быстро. Ты знаешь, В удивительно. Германии я не знаю, сколько это в вообще Германии это длилось бы. делали бы еще, а в Испании бы еще даже не начали. Да. Поэтому удивительно, что вот на всем ремонте с нами работали только украинцы. Единственное, что напольное покрытие делал поляк, ну, довольно неплохо, но... Это вот эта резинка, да? Резинка, которая на полу, это специализированное покрытие, делал поляк, который тоже удивительно для поляков не свойственно, но он работал здесь ночью, то есть он приезжал, скажем, Вау, это да, 8 это вечера, кейс. до утра он тут укладывал это покрытие сам, включал себе музыку и получал удовольствие. Классно все получилось. Вот. А все остальные работали здесь просто день и ночь. Там какая-то бригада там сносит, тут красит, тут возводит, тут прокладывает электрику. То есть это все просто крутилось вот так вот, как один живой большой механизм. Ввиду того, что у нас не было проекта, мы все-таки спотыкались об это, наверное, он все-таки был бы нужен, ну, чтобы все было хорошо и гладко. Мы, когда уже начали устанавливать оборудование, мы вдруг поняли, что у нас, например, есть шведские стенки, которые крепятся к стене. И вот мы их привезли из Украины, все оборудование из Украины, кстати, привезли. Привезли из Украины, поставили эти шведские стенки, позвали мастеров, говорим: ребята, вот здесь нужно поставить 4 шведские стенки. Они говорят: как бы вообще-то проблема в том, что здесь гипсокартон, а за ним кирпичная кладка. То есть невозможно, ну, то есть как бы возможно, но тогда вы на них максимум полотенечко повесите, а не человека. Ну, потому что отпадут, оно да. вырвет просто эту кирпичную кладку. А за кирпичной кладкой там подъезд. То есть там все чистенько, красиво, зеркала, плиточка. Стену никак не укрепишь. И у нас вот такой вот ступор, мы тоже вот щелкаем глазами, думаем: что теперь делать? Как можно закрепить шведские стенки, которые каждая должна выдерживать по 150 килограммов по нормативам? Как их закрепить к гипсокартону, за которой кирпичная кладка, и все? Ну, тут на помощь приходит тоже наша Лена, которая говорит: все есть, мы все решим. И приезжают какие-то тоже умельцы, такие, у которых там мат-перемат стоят, но сделали прекрасно. Они увезли эти шведские стенки, они доварили их до высоты потолков, вкрутились этими шведскими стенками в Потолки, да? в бетон И вниз, и получается. внизу. И получилось, что как бы нам крепление к стене уже было не нужно. То есть это такие вот креативные творческие решения, которые, казалось бы, ситуация тупиковая, но мы находили из них выходы. Ну и те самые шведские стенки, о которых я говорил, когда мы их должны были сюда прицепить. Это гипсокартон, за которым кладка. Невозможно было прицепить. И если вы посмотрите, вот здесь вот видно разница в цвете. Вот это вот доращивали. Срезали здесь, доращивали там практически 1,5 метра, чтобы зацепить их к потолку. Это была такая целая спецоперация. Но в результате у нас есть прекрасные шведские стенки, которые выдерживают, ну, нормативно должны выдерживать 150 килограммов. Окей, получается, компания, поиск помещения параллельно. Дальше ремонт, который занял... завоз оборудования. Ремонт, завоз оборудования 2 месяца. Оборудование вы завозили с Украины. Это что означает? Вы его растамаживали? Конечно, да. Вот это была большая фура, тоже была целая история с растаможкой, потому что, ну, скажем так, я не совсем про бизнес. Я вот про креатив, там, знаешь, про рекламу, там, вот, мотивировать команду и так далее. И тут мне звонят с таможни, брокер, и говорит: а где ваш код ВАТ? Я могу уже в чем-то ошибаться. Говорит: где ваш код ВАТ? Наверное, ВАТ или номер ИОР есть еще. Нет, номер, кажется, у нас был, но вот именно ВАТ. Я говорю: мы не являемся плательщиками ВАТ, мы еще даже его не получили, там, мы подали эту процедуру. Они говорят: ну мы не можем растаможить груз, пока у вас нет номера. Потому что нужно быть плательщиком ВАТ. Я звоню в бухгалтерия говорит: да нет, все нормально, все можно. Как бы это делают регулярно. Ну не все же являются плательщиками ВАТ, и если он не плательщик, он не может привезти, что ли, груз из другой страны? Может, поэтому есть механизм, пусть брокеры решают. Я звоню брокеру, брокер мне говорит: нет, звоню в бухгалтерию, бухгалтерия говорит: да, я вот так вот, это вот, у меня стоит фура, причем это все было очень вот так вот один за одним, то есть мне нужно, чтобы груз пришел сюда, там, скажем, завтра, потому что машина послезавтра разгруженная должна ехать дальше. Ну да, Там логистика. сложная логистика. И я, честно говоря, седые волосы у себя вырывал из бороды, и из головы, когда вот это вот все происходило. В итоге все-таки брокер таки, да, подтвердила слова бухгалтерии, что можно завести, не будучи плательщиком ВАТ. Завезли сюда эту фуру, и следующий прикол был, когда огромная 17-метровая фура.
Мы же находимся вот во дворе, это двор жилого дома, куда сюда максимум заезжают мусорные машины. А тут, значит, 17-метровая фура, огромная, которая заезжает в наш переулочек, блокирует вообще всю дорогу. Там вся Аркадия, наверное, стала возле Аркадии этот круг, потому что все было заблокировано. Подъезжает к нашим воротам, я заранее договорился с охранником, что нам откроют. Подъезжает к воротам, охранник выходит, говорит, а я не пущу ее сюда. Ну, она слишком большая, она просто очень большая, ну, она реально огромная. И у меня опять был этап седых волос, я прям чувствую, как они белеют. Но там еще заезд такой неудобный для фуры. Неудобный дорога заезд. узкая. И в том, что и здесь плитка положена, и под плиткой паркинг. То есть тут как бы не предусмотрено под такую машину никак, я понимаю. Ну да. Но у меня не было других вариантов. Мне 5,5 тонн необходимо было разгрузить от своей двери, занести сюда. Тем более, опять же, там была с разгрузкой проблема, у нас не было погрузчика, и мы это все делали руками. То есть мы там взяли пацанов, отдельная была история, когда к нам приехали грузчики разгружать 5,5 тонн оборудования, приехали мальчики вот такие вот, худенькие там, по 18 лет. Честно говоря, казалось, что сломаются. Вот прям под какой-то машиной. Сразу же потом на тренажеры и пойдут к вам, да? Да там, наверное, уже потом не на тренажеры, там уже, наверное, на запчасти. Все-таки каким-то чудом, я не знаю, как-то звезды сошлись, что нам этот охранник все-таки смилостивился, открыли нам заезд, заехала фура, потом по видео посмотришь, там реально это смотрелось очень, очень необычно. Все соседние офисы повыскакивали смотреть, что вообще происходит, и фура вот стала здесь, мы начали разгружать оборудование. Отдельная тема была, как разгрузить его руками, по сути, потому что у них не было даже ремней. Ну, взяли вот бригаду грузчиков. Мальчики по 17 лет, Просто руки, тоненькие, да? которые просто руки, да и то не самые сильные. Ни ремней, ничего. А это бортовая машина, с которой необходимо спустить. Почти все тренажеры собраны. Они не разбираются. Это не то, что там, знаешь, ты можешь взять тренажер, который весит там 200 килограммов, и его по 20 килограммов там занести. Они собраны полностью, все вот весят 300-400 килограммов. 300-400 с бортовой машины снять. Это была еще та песня. Вот. И, ну, сделали, все, слава богу, сделали. Здесь мы находимся в святая святых нашего центра, это основное помещение, это зал кинезиотерапии. Здесь находится 23 тренажера, которые необходимы для проведения физической реабилитации. Особенность этих тренажеров, если вы занимаетесь в спортзале, вы точно знаете о том, что, ну, казалось бы, кроссоверы, тяга верхнего блока, тренажер Смита, все одно и то же. Нет, биомеханика у реабилитационных тренажеров другая. Они специально сконструированы для того, чтобы максимально физиологично работать с мышцами. Поэтому визуально они так, ну, как для обывателя. Ну да, вес, кажется, все то же самое, но на самом деле другое. А вот там, в той части, давайте покажем, у нас здесь мы немножко сдвигали тренажеры, поэтому не смотрите, что их тут так много, но это все, что посвящено нижней части тела. Ноги, бедра, поясничный отдел позвоночника. Причем, обратите внимание на эту машину, это специальная гиперэкстензия, ну, гиперэкстензия всем известно, растяжение поясничного отдела, наклон. Специальная гиперэкстензия, которая позволяет делать упражнения максимально физиологично за счет вот этого вот стопора и за счет того, что колени стоят на подставке, а не разгибаешься полностью. Для пациентов, у которых есть нарушения в плане грыжи и протрузии дисков поясничного отдела позвоночника. На таком тренажере могут работать люди вне зависимости от возраста. Там 65-70 лет полная женщина может делать гиперэкстензию на таком тренажере и должна делать, если хочет посмотреть геморрой. Хорошо. Делай это каждый день, и твоя спина не будет болеть. 100%. Нажми на эту точку, и будешь всегда молодым и красивым. Давай тогда. Последний, получается, зал у нас еще есть. Здесь работа происходит исключительно вместе с инструкторами, то есть только персонально. Как говорил Глеб в нашем подкасте, что невозможно здесь работать самостоятельно. Да. Нужно отслеживать, как все влияет на все, в каком состоянии пациент сегодня, в каком состоянии он после каждого из упражнений. И вот здесь персональная работа с инструктором, 1 на 1. Ты еще не проходил, но мы тебя все-таки ждем. Да, ну Виталий Юрьевич сейчас попробует. Ну, гантели, кстати, что с этой гантелей? Сколько здесь? 22? 22 килограмма. 22 это уже ближе к моему весу рабочему. Кто на самом деле, знаешь, кажется, люди, которые приходят с болью в спине, и какой 22? Там мне максимум 2 можно поднимать. Ничего подобного. Люди, которые занимаются кинезиотерапией много лет, они приходят к кинезиотерапии, реабилитации. Больные люди после операций, после травм, после грыж дисков и так далее, они приходят, и потом со временем это становится их рабочим весом. Не твой, там, скажем, когда тебе там 30-35 лет, там, или мой, а когда люди уже пожилые приходят сюда, там, ну, я не говорю на костылях, конечно, когда-то они ходили на костылях, но потом они занимаются с 22,
и нормально себя чувствуют. Им Понял. можно, а им говорили лежать до конца жизни и не дышать. Занесли, и что дальше? То есть занесли оборудование, и вот когда пришел первый клиент, и что еще нужно для такого бизнеса? Ну, Я вот вижу, сзади касса фискально стоит. Да, ну смотри, наверное, в деталях, скажем, там кассы и всех этих вопросах я не сильно прям смогу ответить на вопрос, потому что занимается наш директор, у нас опять же разделение. Я про творчество, про рекламу, про концепцию, про идеи и так далее. Директор операционка, да? Да, операционный И директор. Глеб продукт. И он поэтому занимается всеми этими там чеками, бухгалтериями, как это все работает и так далее. Поэтому мы, ну, опять же, надо было наполнить логистику пациента по центру. То есть пациент приходит, куда он заходит, где его как встречают, потом он заходит в зал реабилитации, потом у нас есть отдельный гимнастический зал, это очень важно. Тут практически ни у кого из наших конкурентов нет гимнастических залов. Это концепция, которую Глеб потом расскажет, концепция прикладной кинезиологии предполагает, что физиотерапия, аппаратная физиотерапия, кинезиотерапия здесь в зале реабилитации и гимнастика – эти все составляющие успешной реабилитации нарушения опорно-двигательного аппарата. Если чего-то нет, это уже будет какой-то костыль. Поэтому мы обязательно, была главная задача у Глеба, что мне нужен кабинет физиотерапии, мне нужен кабинет специалиста, который будет проводить осмотр, и мне нужно, чтобы была гимнастика. То есть как хотите. В этом вопросе также вот это помещение нам идеально подошло, потому что мы просто вот так вот все разложили, когда кто где проходит, уходит, как он заходит в гимнастику, как он заходит на тренажеры, там позади нас, позади камер стоит зона, где полностью все посвящено ногам, и ну, очень все эргономично разместилось, ну прям идеально. С чем вы еще столкнулись с точки зрения вот разницы ведения бизнеса в Украине и здесь, в Польше, в Европейском Союзе? Я скажу тебе, опять же, на уровне ощущений, что по моим ощущениям бизнес в Польше это, ну, скажем так, мягко, не тяжело. Вот по моим ощущениям, не тяжело. Если есть хорошая команда, которая тебя проведет, которая поможет там все вопросы решить, не то, что ты платишь, тебе решают все вопросы, то есть прям совсем все решают. Нет, просто есть люди, которые компетентно тебе расскажут, как сделать следующий шаг. И если это все есть, то мы открылись совершенно комфортно, быстро. За 2 месяца с момента открытия фирмы до момента первого пациента, до момента открытия красной ленточки прошло 2 месяца. Ну, и помещение вы нашли быстро, да? То есть это первое помещение, вы его нашли? Это было первое помещение, которое мы увидели. Как вы его нашли? На OLX? Риэлтор. Мы на OLX. Вы заплатили риэлтору? Да, мы заплатили риэлтору. Для риэлтора, вы же понимаете, это вообще идеальный кейс тоже. Он получил там 50 или 100% комиссии с первой же, да. Для них это просто джекпот тоже. Но они получили, по-моему, около 3000 евро свою комиссию. Причем там тоже были проблемы, потому что мы пытались договориться о отсрочке платежа за аренду, но хозяин сказал, нет, никакой отсрочки не будет, 1 месяц и все, больше никак. Ну, мы поэтому первый месяц у нас была отсрочка, а второй месяц, когда мы еще делали здесь ремонт, мы уже платили за аренду. Ага, окей. То есть ремонтные каникулы такие, да? Да, ремонтные каникулы, но они были, к сожалению, маленькие. А сколько здесь кауции вы заплатили? Залог? 2 или месяца? По-моему, 2 месяца даже у нас была кауция. Стандартно. В Польше по стандарту на коммерческую недвижимость 2 месяца залога просят. Я боюсь соврать, может быть, даже 3. Иногда 3, да. Возможно, даже 3 кауция была здесь. Как мы выбирали название, это вообще отдельная история. Об этом можно написать вообще, в принципе, ералаш снимать, как мы название подбирали. У нас есть наше название нашего учебного международного центра, это United Association Applied Kinesiology. Она зарегистрирована, все в порядке, но нельзя же назвать реабилитационный центр United Association. Ну, да. Мы начали искать другое название. И вот начали перебирать. Вот так интересно, можешь попробовать даже вот проэкспериментировать. Вот любую комбинацию слов или букв, или всего чего угодно, которую ты скомбинируешь со словом medical или клиник, ты найдешь в Гугле. Вот любую вообще АБЦ, БЦА, комбинации ваших этих самых первых инициалов, все что угодно, как угодно, ты можешь креативить, это все уже есть. Мы, опять же, спрашивали у юристов, ребят, ну как могут существовать 2, там, скажем, клиники с одинаковым названием? Они говорят, да нормально, все в порядке, все существует. Ну, короче, пару раз нам так сказали, и мы решили, что ну ладно, существует, значит, у нас тоже будет какое-то название, которое уже существует. И вот Глеб придумал название, которое нам понравилось, это было Astra Medical. Astra Medical, Astra — это латынь звезда. Ну вот звезда, тут много смыслов мы заложили, то есть нам понравилось. И зарегистрировали мы нашу фирму с названием Astra Medical. Уже зарегистрировали, все, получили документы, уже нарисовали логотип. Все так красиво, я уже его вижу, визуализация, как это все будет. А потом наш директор приходит и говорит, слушай, я тут только что приезжал там
на такси, а там есть клиника Астромед. Да, да. Я говорю, ну, как бы есть и есть, мы были к этому готовы, ну и что? Мы же зарегистрировались, нас же зарегистрировали официально, нам же дали название, то есть как бы все. А он говорит, ну, не знаю, как бы Астромед, Астромедикал, ну, может быть, будут проблемы. Я говорю, ну ладно, что делать? Он говорит, давай напишем им. Просто напишем и узнаем их мнение, что они об этом думают. Я говорю, ну давай. Написал я им крайне вежливое письмо. Ну, я умею, у меня копирайтерский опыт есть. Я написал такое письмо, знаешь, на которое мне бы самому, если бы я читал, у меня бы мурашки были по коже, потому что это настолько было вежливое, с уважением к вашему опыту, с уважением к тому, что вы сделали. Мы совершенно не собираемся там как бы... А это польская клиника была или наша? Это клиника, которую создали украинцы, кстати. Но мы не знали на тот момент еще. Написали мы это им письмо и получаем... очень такой лаконичный, как мне показалось, злобный ответ, в котором было написано, что типа делайте, что хотите, но если вы будете Астромедикал, мы подадим на вас в суд. И вот мы еще такие не открылись, мы еще только визуализировали логотип, а нам уже говорят, мы на вас в суд подадим. И мы понимаем, что если клиника, которая существует здесь, в Варшаве, давно работает, у них есть связи и так далее, и мы тут такие вот два новичка, и на нас подают сразу в суд, ну, нехорошее начало. Ну, и Тут другой вопрос, выиграли бы они этот суд или нет, и сколько бы это длилось, но какой смысл, как бы... Да, ну, нехорошее начало. И мы, короче, решили, что мы поменяем название, и ты знаешь, вот все, что мы, какие решения мы принимали, вот на данный момент это все решения были правильными. Решение поменять название, оно было правильным, потому что мы выбрали название Kinesio Hub. Во-первых, мы вложили в него столько смыслов, ну и само по себе хаб — это объединение, и Kinesio Hub — это центр, в котором соединяются многие разные кинезио-направления, кинезиотерапия, кинезиология, кинезиотипирование, кинезиофитнес и так далее. И логотип у нас вышел такой вот, это вот там смыслов можно просто разбирать, знаешь, вот если как нумерология, либо символизм какой-то там, вот можно разбирать этот логотип, и там, ну, минимум 5 смыслов есть в логотипе. И мы поменяли, мы написали им письмо, ну, окей, мы не хотим начинать наш бизнес с судов, поэтому мы поменяем. И так случилось, что мы потом с владельцем Астромед, мы стали, ну, не то чтобы друзьями, но он нам очень сильно помог, он нам там дал кучу разных контактов и оказался прекрасным человеком. И, в общем, мы сейчас дружим, ходим к ним на мероприятия, они были у нас на открытии, он был у нас здесь на консультации. То есть правильное решение, которое сделало нас не врагами, а сделало нас партнерами, может быть, даже отчасти друзьями. Чем отличается польский клиент от нашего СНГшного? Есть ли у вас такие сейчас в хабе? У нас мы в первую очередь делали акцент на наших иммигрантах, на украинцах, белорусах, ну, наших людях. То есть, потому что здесь специфика реабилитации в Kinesio Hub такова, что здесь это не как в медицинском центре, где ты пришел, лег, ты доверяешь этому специалисту, и он тебе там что-то делает, уколы, процедуры и так далее. Здесь необходимо понимать, здесь необходимо взаимодействовать. Здесь ты, работая на тренажерах, ты даешь обратную связь. Инструкторы, реабилитологи, кинезиотерапевты постоянно что-то меняют, нагрузки, вес, направление, векторы и так далее. Здесь нужно хорошо говорить. Наши инструкторы говорят по-польски, но наша в основном команда, ну, польский пока еще в процессе. Поэтому мы пока делаем акцент очень сильный на наших иммигрантов, которые говорят с нами на одном языке. Но нам говорили многократно, и практически все говорили о том, что поляки очень любят жаловаться, они такие противные, они такие вот... Короче, с ними тяжело иметь дело, и у нас была только одна пациентка полька, ну, вернее, пациенты поляки у нас были, но вот одна пациентка полька, которая вот всем своим пребыванием в центре мне доказала, что это на 100% так. Что поляки противные, вредные, что они будут тебя гнобить за то, что ты не говоришь по-польски, что они будут там уничтожать и так далее, и так далее. Это, получается, одна она была? Она была одна, да. Но это был крайне неприятный опыт. Я, на самом деле, был так расстроен, знаешь, вот ты, когда к нам приходишь в центр, я делаю очень серьезный акцент на сервисе. Да. Ты приходишь, администратор помогает тебе раздеться. Администратор дает тебе бахилы, наливает тебе чай, кофе или там теплые водички. То есть у нас такой сервис, такое сопровождение, ну вот которого... И при этом она была недовольна, да, чем-то? И вот при всем этом, как мы к этому отнеслись, да. как мы относимся к сервису, как мы ее встречали, как мы ее здесь по кабинетам водили, как мы сделали одну, вторую, третью процедуру, она была настолько возмущена, взбешена и так далее, что ей, как ей показалось, не точно объяснили прайс. То есть не то, чтобы заставили больше платить. То есть она просто подумала, что в этом прайсе включено гораздо больше услуг.
Ага. Подумала, ну хорошо, это проблема языка. Она понимает по-русски, я ей объяснял по-русски. Она сказала, да-да-да, я все поняла. В следующий раз приходит и говорит, подождите, как это? Здесь не включены все остальные услуги? То есть я думала, что здесь вообще все включено в это. Я говорю, не-не-не, вы неправильно поняли. Но она же видит, что она неправильно поняла. Вот наш прайс, вот он написан. То есть я ей в прошлый раз его показывал. И она говорит, пан там ввел меня в заблуждение и специально намеренно и так далее. Ну как специально намеренно? Ну, прайс животной листики написан, на сайте есть, все в порядке. И это было настолько для меня такое, знаешь, потрясение своего рода. Как вы можете так вообще к нам относиться, когда мы к вам со всей душой? Причем не потому, что мы с вас хотим там деньги, потому что мы делаем свой бизнес хорошо. Только украинцы так могут. Окей. Интересно, как будет ли эта история работать на более большой выборке. Потому что наши подписчики под видео сейчас могут написать, они уже просто писали так, если у вас был плохой секс, это не значит, что все им плохо занимаются. И сейчас начнут писать в комментариях, что вам просто попалась такая одна полька, а все остальные хорошие. Но интересно, вот на выборке, да, если их там было бы 100 человек, то повторялась бы эта история. Ну, знаешь, я думаю, что ты прав, конечно, и те, кто писали про секс, тоже правы. Просто нас разогревали тем, что с поляками тяжело, они будут жаловаться, они будут писать кляузы. У меня, например, другое представление, вообще я в другой парадигме живу в плане клиентского сервиса и поляков, потому что есть бизнесы, которые мы запускали клиентам под ключ, там, допустим, помогали рестораны запускать, да, там, и участвовали в разработке и бренда, и меню, и строительство тоже в Кракове еще. Салоны красоты в том числе. И то, что какая у меня есть информация, может, я вам сейчас хороший подселю вирус позитивный, да, другой. Поляки, наоборот, менее придирчивы к уровню сервиса, к качеству продукта, потому что они в этом плане имеют такое туннельное, чуть-чуть зашоренное мышление, да, и действительно их куда положили, там, на какую процедуру положили, такую и они и будут делать, не задавая вопроса, зачем, а что, а как, а почему. Ну и в плане клиентского сервиса, с моей точки зрения, у них уровень нормы гораздо меньше. То есть если вы придете в польский ресторан в какой-то, то, ну, формат общения типа «Здрасте, что вам надо?» Это «Ага, окей». Если ты придешь в Черноморку, да, с которой у нас, кстати, есть подкаст тоже, то, ну, наш классный украинский сервис. Вот такая вот у меня. Ну, а по поводу украинского сервиса... Если позволите, я все-таки вставлю свои несколько слов. Я совершенно с вами согласен. Однобоко по одному случаю судить вообще о всей нации. Потому что в любой нации, будь то поляки, немцы или испанцы, есть люди, я не могу сказать, хорошие или плохие, разные. Есть люди разные. И в Украине мы тоже могли бы столкнуться с такой же ситуацией. И не то, что могли бы, а за 20 с лишним лет работы центров в Одессе, уж уверяю вас, мы сталкиваемся и сталкиваемся регулярно в разной степени с подобными ситуациями, когда человек недоволен, когда человек предъявляет претензии, когда он жалуется, и поэтому тут дело не в поляках. И даже не то чтобы в защиту поляков они не требуют защиты, но нужно сказать, что мы... С другой стороны, постоянно сталкиваемся с тем, что в магазинах продавцы очень улыбчивые, очень добродушные, они пытаются помочь. Там женщина на кассе здесь вот в Аркадии, ей больше 60 лет, и мне нужен был пакет, так она ходила по всем 20 кассам, искала пакет для того, чтобы мне его все-таки дать, а не от меня, так сказать, отвернуться. Поэтому нельзя говорить о поляках вообще. Мы, по большому счету, не столкнулись, кроме вот этого случая, ни с чем плохим со стороны поляков. Но есть разные люди. Кроме того, ведь надо учитывать, что люди ведь нездоровы. И когда у людей долгое время присутствует боль, когда у них есть нарушение качества жизни, это откладывает отпечаток на все. И, естественно, люди становятся более нервозными, они становятся невыдержанными, где-то что-то у них и с памятью может быть. Поэтому, ну, грубая, конечно, фраза «доктор на больных не обижается», да, есть такая фраза, но она действительно грубая. Но нельзя обижаться. Надо понимать, что мы работаем не в парикмахерском салоне. И поэтому, опять же, ничего плохого про парикмахерский салон, но просто там клиенты, а здесь пациенты. То, на чем я постоянно настаиваю, чтобы мы наших посетителей, кто к нам приходит, называли все-таки пациентами. Тогда у нас уже в голове складываются определенные
отношение к тому, как мы должны реагировать на то, что мы можем получить взамен на наш сервис, на наши услуги и так далее. Поэтому не надо бояться и поляков, во-первых, и наоборот, у меня было уже несколько раз мысли, когда вот я смотрю на людей, которые проходят мимо. Мне пока что кажется, что поляки наиболее близки к нам по менталитету, по культуре и так далее, потому что сейчас вот на улице или в магазине где-то будут люди проходить, трудно сказать, это поляк или это украинец, или белорусы. Вот. Чего вы, естественно, не скажете там, в Испании это понятно, там выдает, конечно, внешность горячих испанцев, но в Германии четко вы определите, где немец, потому что, поляки теплее, мне кажется, чем кто бы то ни было. Я не беру там Прибалтику и так далее, там вообще такие люди почти наши. Поэтому, что касается клиентов, пациентов в данном случае, то нужно быть терпимым просто-напросто. И я думаю, что ей тоже была эта ситуация неприятна. Но вы знаете, как бы то ни было, но она записалась к нам на регулярное посещение на ближайшие 2 недели на 4 занятия. Прошу bardzo. Прошу, да. Шахимат, да? Да, поэтому, как бы там ни Классно, было, несмотря на интересная конфликт, она созвонилась, и она записалась, что со следующей недели она будет у нас заниматься 3 раза в неделю, на следующей неделе и до Нового года включительно. Здорово. Поэтому, как бы там ни было, но факт. Давайте обсудим тему пациентов и клиентов. Да? Что это с точки зрения польского государства? Чем это считается? Да? Это все-таки медицинское учреждение или нет? И в Украине есть ли разница, да, чтобы люди параллель провели? Здесь, видимо, самый сложный вопрос нашей беседы, потому что в Украине у нас медицинские центры, медицинская лицензия, у нас работают врачи, и все с этим вопросом решено давно, потому что 23 года это все уже работает, как по накатанной. Здесь, когда мы начали собирать информацию, как это сделать, нужно ли лицензирование, нужно ли разрешение и все прочее, мы столкнулись с огромным количеством разноплановой информации, которые иногда друг друга просто противоречила. Вот как во время ремонта нам приходили, ребята говорили, мы работали в санэпиде, мы знаем все нормы, вам вентиляция здесь не нужна. У вас тут есть гравитационная вентиляция, гравитационная, вам ее хватит. Приходили другие через пару дней и говорили, мы работали в санэпиде, вам нужна вентиляция, потому что вы не получите сертификат, вы не можете работать без вентиляции, вам нужно сделать такие-то вот все параметры, нам быстренько инженеры посчитали, 10 000 евро. Одни пришли, сказали не надо, другие пришли, сказали надо. И они оба ссылаются на санэпид. Мы потом уже искали людей, которые все компетентны, готовы рассказать вам про все этапы. Где какая вывеска должна быть пожарная, где направление, скажем, эвакуационный выход, где какие нормативы по поводу туалетов для инвалидов, скажем, там проем дверной и так далее. Тоже пришли, тоже что-то порассказывали, какую-то совершенно разную противоречащую информацию. Одни приходят и говорят, ой, ребят, у вас физиотерапия, у вас есть кабинет специалиста, который проводит осмотр, там должна быть мокрая зона, там должен быть умывальник. А мы уже практически на этапе покрасили все. Какой умывальник? А у нас вот там позади тебя есть туалеты, а вот там с той стороны кабинет осмотра. И как туда провести воду? То есть снимать покрытие, пробивать дыры в полу, вести трубы. Как? У меня просто руки опускаются. Наша Елена, которую я уже рассказывал, говорит, проведем через потолок. И мы через потолок, насосы, там все трубы. Когда здесь уже все красиво, ты уже визуализируешь, вот уже будет на финише, скоро запускаемся. А тут, снова потолок снимают, покрытие это все накрывают какими-то картоном, начинают вести эти трубы, то есть все откладывается. Так же самое здесь. Лицензия на медицинскую деятельность нужна или не нужна? Физиотерапия. Это уже есть медицина в Польше. Физиотерапия – это уже есть медицина в Польше. Да. Так что, нам надо иметь регон медичный? Нет, вам не надо иметь регон медичный. Вы можете работать по кведам, которые вы себе записали, но при этом вы медицина. В общем, у нас до сих пор нет ответов на все вопросы. Мы здесь работаем физиотерапия, направление оздоровления. То есть мы здесь не работаем как медицина. Мы здесь не делаем никакие там инъекционные, ничего связанного с повреждением кожи,
связано с кровью. То есть мы не работаем как медицина, мы работаем как оздоровление. Все наши аппараты, которые у нас есть, это физиотерапия, они позиционируются как wellness, спа и так далее. Хотя они имеют мощный, хороший, качественный терапевтический эффект, но по большому счету массаж, он может быть тоже и лечебный, и косметологический, косметический эффект нести, и при этом это будет массаж и массаж. Так же самое и здесь. Поэтому мы лавируем как бы между капель. И сейчас вы ближе к кому? Мы физиотерапия. Физиотерапия, Да. и это не медицинское учреждение. Это не медицинское учреждение, хотя у нас все есть для того, чтобы быть медициной. Но мы, опять же... Ну, чем проще, тем лучше. Получается, мы это решили, же что не дополнительная будем подотчетность, да. Не будем медицины, не будем усложнять. Это есть некоторые проблемы, потому что иногда клиенты, пациенты говорят, а можно нам получить фактуру для страховой компании, вы же все-таки физиотерапия. Мы говорим, ну физиотерапия, да, но мы можем вам дать фактуру, в которой будет написано, что вы прошли здесь, значит, восстановление организма, релаксационные процедуры, процедуры оздоровительного характера и так далее. То есть есть некоторые такие вот нестыковки, мы пока думаем, как их решить, но на данный момент мы работаем так. Ну, все работает, едет, чеки выписываются, а компания зарабатывает. Конечно, конечно. Классно, круто. Давайте, чтобы завершить тему бизнеса в Польше и перейти в здоровье и как качественно прожить и здоровая жизнь. Какое у вас видение, да, то есть на ближайший год? Хотите ли вы работать с польскими пациентами или нет? И видение, цели, вот интересно здесь, да, покопаться в завершении. Ну, это прям очень хороший переход от темы бизнеса к теме здоровья, потому что наше видение, что потребность в этой услуге существует сумасшедшая. В мире практически нигде не налажена нормальная физическая реабилитация. Глеб об этом расскажет подробнее, но когда пациенты выходят после острого периода, скажем, из больницы, после перелома сняли гипс, им некуда идти. Ну, есть какая-то минимальная примитивная реабилитация с какими-то резиночками, мячиками, палочками и так далее, но это не полноценная реабилитация, которая необходима человеку, чтобы вернуться к нормальной полноценной жизни. Именно поэтому 23 года центры в Одессе существуют. Кстати, интересная фишка, центры в Одессе являются самыми крупными в Восточной Европе. Площадь. Наши центры, у нас около 3000 квадратных метров, у нас 25-метровый бассейн, у нас бассейн с отдельной повышенной температурой воды для подводного вытяжения, там детские и так далее. Гимнастические залы, там очень крутое оборудование у нас, которое мы закупали по всему миру. Мы с Глебом ездили на медицинские выставки, закупали там оборудование под наш центр. То есть это было все. Мы там такой конструктор собрали, ну и, к сожалению, сейчас он работает, но не так, как хотелось бы. Вот, поэтому эта потребность в этой услуге существует огромная. Поэтому наши планы, конечно же, мы будем работать на польский рынок. Конечно же, у нас наши кинезиотерапевты знают польский язык, и они работают с польскими клиентами и пациентами. И, как мне кажется, перспектива в этом большая. Но как мы видим развитие это упаковка франшизы и создание таких же центров по франшизе. Потому что пока что собственные инвестиции для открытия подобного центра, скажем, там, нам говорят, ой, давайте, вот у нас был клиент вчера из Швейцарии, говорит, давайте в Швейцарии мы откроем в Базеле такой центр, классно, такая потребность будет. Я тут к вам летел, а так у меня будет под боком, и там сумасшедшее количество людей, которым это нужно. Швейцария, ну и как вся Европа, это стареющее население, да. А люди с возрастом нуждаются в таком сервисе очень сильно, и чем старше, тем больше. И поэтому это раскрутка, это упаковка франшизы, когда у нас будут финансовые показатели эффективности работы. То есть пока что мы можем представить потенциальным покупателям франшизы минус 7000 евро в месяц. Ну, никто не купит такую франшизу. Да. Но дело в том, что нас знают, у нас хороший старт. Мы 12 лет занимаемся обучением специалистов по всему миру. Да, YouTube-канал на 500 000. Конечно. Я уверен, что часть людей видели эти видео даже. Огромная узнаваемость помогает нам также находить, во-первых, клиентуру, а во-вторых, у нас очень большой запрос на открытие франшизы. Людям нужна эта услуга, и нам пишут откуда угодно, из Казахстана, из Тель-Авива, пишут, пожалуйста, давайте откройте же у нас нет такого ничего подобного, нам это нужно. Но подавляющее большинство, 99% тех, кто пишут, они просто хотят, чтобы это у них было, но они не готовы в этом помогать. А сами мы не можем открыть, скажем, там, в Тель-Авиве, либо в Алматы и так далее. У нас на канале есть подкаст. Это единственный подкаст с моим партнером и братом Виталием Юрьевичем. Под этим видео много было вопросов про именно вот эту ментальную, да, софт-часть, связанную с отношениями, с выстраиванием границ и со смешанными контекстами.
да, потому что, не знаю, как у вас, как у братьев, но у нас смешанные контексты сумасшедшие. Мы там так уже повязли в этих смешанных контекстах. Мы партнеры и одновременно члены правления своей же компании, собственники и дольщики в криптопортфеле, которым я управляю. У нас отдельный family office и interactive brokers, где мы инвестируем в акции, и тоже это потом надо будет разделять, да, правильно? Совместные бизнесы, доли, я крестный его ребенка. Как вам это удается? Как вам это удается? Да нам ладно, у нас подкаст есть, пусть люди посмотрят, как вам это удается, вы ж наши гости. Ну, я могу сказать, благодаря моему ангельскому характеру. Вот. Всем спасибо и за кайф. Лучший ответ. Но я скажу немножко более прагматично. Дело в том, что, может быть, это прозвучит несколько пафосно, и сейчас вот зрители посмотрят и скажут: ну да, конечно, конечно. Мы в нашем бизнесе никогда не делали акцент на деньги. Никогда. Вот занимаемся обучением, огромная география, масса семинаров. У нас никогда не стоит в приоритете деньги. Мы получаем удовольствие от того, что мы делаем. И мы получаем самое главное удовольствие, это когда это все развивается, когда люди нам благодарны. Деньги это второстепенный или даже третьестепенный показатель. Поэтому мы никогда не делим, скажем, там, вот сколько кто заработал, сколько кому получить, особенно сейчас здесь. Глеб здесь принимает пациентов как консультант, он их консультирует. По идее, за каждого пациента он должен получать зарплату, как остальные его коллеги, которые получают процент от каждого пациента. Работа как сотрудника отдельно, дивиденды отдельно, да. Да, но он не получает, потому что мы в минусе, какая зарплата. Да. Поэтому все остальные специалисты, врачи, которые консультируют, получают, а Глеб не получает ничего. Несмотря на то, что он самый главный специалист и топовый, да? Как же так в бизнесе работает? Поэтому мы, во-первых, никогда не заморачиваемся по поводу денег. Ну, знаешь, мы на самом деле... Может, вы не заморачиваетесь, потому что они у вас есть, и вы себя комфортно чувствуете, подушка безопасности там на 3 года, и поэтому... А что же делать тем, у кого нет, допустим, с финансами там, ну... Знаешь, так у меня есть опыт работы только вот в таком формате, и мне, честно говоря, сложно представить, как может быть иначе. Мне сложно представить, как муж с женой могут быть в конфликте из-за денег, или из-за мусора, или из-за, скажем, там, кто там с ребенком гуляет, или кто за какую-то там работу по дому отвечает. У нас так построено, вот у нас в семье, у нас в бизнесе, вот у нас здесь, никто не безразличен ни к чему. Так понятно. Ну что... Самое интересное, в чем отличие кинезиологии от остеопата, массажа и магических обрядов? Я когда ввел в Google и в GPT, да, отдельно специально кинезиология, что-то такое, начал разбираться. Даже в самой Википедии я уже вижу расходства, да, какие-то. Есть прикладная, неприкладная кинезиология. И мне как пользователю, как простому обывателю сложно с этим разобраться, хотя навыки ресерча, да, у меня продвинутые. Давайте разберемся, проведем четкие границы между направлениями и в том числе между разными направлениями кинезиологии. Ну, четкие границы провести будет достаточно сложно, но и размытыми их тоже не назовешь. Кинезис означает движение. Отсюда кинематограф, кинематика. И поэтому все, что связано с движением, это будет все направления разные. Кинезиология – это, по сути, биомеханика. О том, как двигаются суставы, о том, как происходит движение, как двигается вообще система организма человека. Это и есть кинезиология. Есть кинезитерапия. Составное слово из 2 терминов. Кинезис – движение, терапия – лечение. То есть выступает здесь кинезитерапия как метод лечения. И есть прикладная кинезиология как метод диагностики. Вот в этом есть кардинальное отличие вот этих всех 3 направлений. Сочетая все вместе, учитывая, что это кинезиохаб, мы создали такую технологию, которая позволяет сначала продиагностировать, а потом методом кинезитерапии восстановить систему. Ну, это если кратко. В основе лежит прикладная кинезиология, метод диагностики. Потому что кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит. Это знают абсолютно все, кто занимается лечением. Поэтому чем более точно мы поставим диагноз, тем более правильным будет наше направление в работе с пациентом. И все стремятся именно к этому.
где бы вы ни были, в больнице, в поликлинике, всегда стремятся в первую очередь поставить диагноз, правильный диагноз. Когда это удается, это всегда большая удача, большое счастье, потому что если мы знаем, что мы лечим, мы в кратчайшие сроки сможем помочь пациенту. Когда же мы не знаем, что мы лечим, нам только кажется, что мы знаем, то тогда мы будем ходить очень долго вокруг да около, мы будем применять разные методы лечения, мы будем тратить много времени, сил, ресурса, но результат у нас будет не всегда очень, не тот, по крайней мере, на который мы рассчитываем. Поэтому, когда человек приходит к нам, в первую очередь это не просто беседа с пациентом, это решение вопроса, откуда начинать раскручивать весь тот клубок, который с собой принес пациент. Потому что то, с чего вы начали, наш вот этот вот тройной разговор, когда я спрашиваю род занятий, меня, конечно же, не интересует адрес, где работает пациент, платит он налоги или не платит. Я не налоговая инспекция, а действительно меня интересует в первую очередь его работа в плане, как этой работой он может влиять на свое здоровье, на свой организм. Потому что все знают, что половину жизни мы проводим как минимум на работе. Как минимум половину жизни. Поэтому это основной фактор, который может влиять на здоровье. Но, естественно, нас интересует и то, что делается вне работы, потому что сегодня люди после работы далеко не всегда едут домой и отдыхают. Они, как показывает наш опыт наших вот пациентов, которые вот сейчас уже у нас занимаются, они очень часто превратно понимают такой тезис, что нужно двигаться, нужно заниматься спортом, физкультурой, потому что очень часто из тех пациентов, которые у нас уже сейчас есть, мы сталкиваемся с тем, что в понедельник это сквош, во вторник это футбол, в среду это силовая тренировка, в четверг это йога, в пятницу это еще что-то. Но опять же, люди свободны делать с собой все, что они считают нужным. Да. Ну, когда ресурс есть, и этого ресурса хватает, и есть откуда его черпать, это хорошо. Но когда-то этот ресурс начнет истощаться, и вот тогда начнутся и проблемы. Поэтому нам важно не только, чем занимается человек на работе. Работает он на улице или он работает в помещении. Он целый день сидит или он переносит тяжести. Он достаточно много имеет стрессовых факторов, я имею в виду эмоционального стресса или чего-то другого. Это большое имеет значение. Но опять же, что он делает и вне работы. Потому что, как показывает современность, сейчас люди портят свой организм и этим. Если раньше был перекос в курении, в приеме алкоголя, то сейчас я так смотрю, что нам теперь стоит обратить внимание на другой перекос. Поэтому здесь мы не только лечим, но мы и пытаемся как-то наладить жизнь пациента. Ну, насколько нам это удастся, мы, конечно, не чат GPT, нам доверяют не так безоговорочно, как ему, вот, но попытаться все-таки достучаться до сознания человека и объяснить, в какой степени следует ему какие вещи ограничить. Это не только в вопросах питания или вредных привычек, но и в вопросах неразумной двигательной активности в том числе. Нас интересует не то, где болит у пациента, а нас интересует, где находится источник этой боли. А он, как правило, находится далеко от того места, на которое жалуется пациент. Если у человека болит плечевой сустав, на уровне плечевого сустава, то общепризнанный подход – лечить то место, которое болит. Поэтому, куда бы вы ни обратились, это будет поликлиника, стационар, это будет массажист, это будет ортопед, в первую очередь все внимание будет уделено именно этому плечевому суставу. В какой-то степени удастся помочь и боль устранить на какое-то время, и облегчить амплитуду движений, все это замечательно, но останутся какие-то ограничения. И вот, в частности, вот у меня была вчера молодая девушка, пациентка, которая не может в полной степени заниматься в тренажерном зале, потому что есть упражнения, которые вызывают боль в плечевом суставе.
И несмотря на то, что она регулярно делает массаж, который ей помогает, она регулярно делает какие-то процедуры, которые ей помогают, все равно это ограничение остается. Почему? Потому что это следствие, а не причина. Причина находится в другом месте. И найти, где находится это немое место, потому что причина, она, как правило, немая, она себя никак не проявляет. Вот это задача прикладной кинезиологии, как метода диагностики. Этот метод очень эффективен в плане постановки диагноза. И когда мы знаем, что нам нужно корректировать и как нам нужно лечить, вот тогда дальше мы уже начинаем заниматься кинезитерапией как таковой. Кинезитерапия – это уже метод лечения движением. Но движение тоже должно быть очень спланированным, потому что правильное движение лечит, неправильное движение калечит. Поэтому не может быть здесь какого-то стандарта. И то, что очень часто любят говорить, у нас индивидуальный подход. Так вот, действительно, это должен быть индивидуальный подход, потому что одно и то же движение при одной и той же жалобе одному пациенту может помогать, а другому пациенту, ну, в лучшем случае не помогает, а может даже сделать и хуже. Поэтому здесь важно создать программу реабилитации. Я, в частности, часто слышу от пациентов, сегодня такое время, когда люди говорят: у меня дома есть все. У меня тренажерный зал, все тренажеры, что есть у вас, у меня есть дома. Вы мне напишите, что мне нужно делать, я буду этим заниматься. И никогда я не давал такого плана, потому что это неразумно. Во-первых, необходимо, чтобы кто-то контролировал правильность выполнения упражнений. Опять-таки, если человек будет делать упражнения неправильно, это в лучшем случае не будет иметь эффекта. А в худшем случае это может даже и навредить. А кто виноват? Виноват тот, кто дал это упражнение. Второй очень важный момент – это то, что на выполнении упражнения уже меняется состояние пациента. Он может ощущать дискомфорт, наоборот, ощущать облегчение, или где-то возникает боль. На это должен кто-то отреагировать. Во-первых, мы должны четко отличать, это правильная боль или неправильная боль. Потому что значит правильная боль? Правильная боль – это такая боль, которая возникает, когда мы работаем с этой болью. Мы знаем, что она может быть, она закономерна в этой ситуации. Неправильная боль – это та боль, которая возникает, когда мы что-то делаем неправильно. И отличить одно от другого может только специалист. А если вы занимаетесь дома сами, как вы отличите одно от другого? И это, кстати, в этом лежит очень серьезный аспект, почему люди вообще не хотят двигаться, почему у них есть страх перед движением. Потому что уже сегодня многие знают, что нужно делать упражнения, чтобы, скажем, ушла боль из области поясницы или из сустава. Нужно делать упражнения. Они начинают делать упражнения из YouTube. Интернет этому очень хорошо помогает. И делая упражнения, они получают какую-то болевую реакцию. Так вот, правильное это было движение или неправильное, оценить люди не могут. Была эта боль правильная или неправильная, не могут. Но они понимают, что раз движение принесло боль, значит, этого делать не нужно. Ну, по крайней мере, это нормальная реакция, что мы, наоборот, хотим уйти от боли, а не вызывать ее. Да. Все, и люди уже начинают ограничивать свои движения, ограничивать себя в повседневной жизни. И вот этот страх перед движением, он в конечном итоге вообще сковывает и поясницу, и суставы. Поэтому мы очень часто здесь имеем еще одно направление работы. Это преодолеть страх перед движением. Потому что этот страх уже сформировался давно, и он еще и подстегивается и зачастую и специалистами, которые говорят, что если вы будете это делать, то у вас возникнет вот такая проблема, и люди боятся такой перспективы, поэтому они все меньше и меньше двигаются. Так вот, преодолеть этот страх перед движением – одна из задач специалиста. В процессе занятия меняется состояние, поэтому меняется и программа. Поэтому даже здесь, на занятии, инструктор не составляет программу на сегодняшнее конкретное занятие, а он как бы работает постфактум. Мы сделали упражнение, мы посмотрели, как отреагировал организм на это упражнение, мы даем следующее упражнение.
А как же можно составить программу на месяц вперед или на 2 месяца вперед? Это лишено всякого смысла. Кроме того, система очень быстро подстраивается, очень быстро адаптируется. Программа должна меняться для того, чтобы этот режим реабилитационный соблюдался. Если вы будете делать одно и то же движение с одним и тем же отягощением в течение 3-5 занятий, то уже на 6-м занятии это движение перестанет быть вообще каким-то лечебным. Единственное, что оно будет, это расходовать ваш ресурс и вашу энергию. Поэтому только со специалистом вы можете идти к какой-то конкретной цели. И, кстати, это одна из очень важных установок, которую мы всегда здесь постулируем. Мы должны поставить какие-то сроки и поставить какие-то цели, по выполнению которых нам потребуется вот этот промежуток времени. Все люди разные. У кого-то при одной и той же проблеме мы можем с этим справиться за 2 недели, у кого-то за месяц, но, по крайней мере, кинезитерапия – это не процесс, это результат. Мы работаем на результат, чтобы за какой-то промежуток времени чего-то достичь. Если была боль, значит, до какой степени мы можем в течение этого времени эту боль элиминировать. Либо полностью, либо на 50%. Если было ограничение функции, значит, как мы можем эту функцию восстановить, в какой степени. Поэтому не само движение, а цель, которую мы ставим, выполняя это движение, имеет кардинальное отличие в плане кинезитерапии. Учитывая, что мы имеем проблему комплексную, потому что не может болеть коленный сустав, при том, что все остальное функционирует прекрасно. Опять-таки, если болит коленный сустав, это значит следствие каких-то других проблем. Поэтому нужно решать эту проблему комплексно. А значит, что мы помимо кинезитерапии сюда должны привлечь еще и какие-то другие методы. Поэтому физиотерапия – это второй очень важный составляющий аспект реабилитации. Электротерапия, физиотерапия, то, что применяется нами уже больше 20 лет и очень успешно помогает пациентам восстанавливаться. К сожалению, сегодня на физиотерапию очень большие гонения, и в Украине в том числе, потому что почему-то решили, что это недоказательная медицина. Ну, все, что не связано с лекарствами, значит, это недоказательная медицина. Но 200 лет это направление развивалось, были великолепные труды, докторские и кандидатские диссертации, научно-исследовательские институты, санаторно-курортное лечение. И в комплексе физиотерапия со всем остальным багажом медицины оно позволяло восстанавливать людей. Сегодня, к сожалению, на физиотерапии очень большие гонения. А мы считаем, что физиотерапия – это очень важный аспект восстановления. Плюс к кинезитерапии еще и гимнастика. У нас 2 вида гимнастики – шейно-воротниковая и суставная гимнастика. Как видно из названия, гимнастика для шейно-воротниковой зоны выделена в отдельную программу, потому что, во-первых, это очень частая жалоба. А во-вторых, те упражнения, которые там делаются, они целенаправлены для работы как раз вот с верхней половиной тела до нижнего угла лопаток. И это тот комплекс, который за 45 минут позволяет проработать, включить те мышцы, которые нуждаются в этом. Отдельное направление – это суставная гимнастика, когда мы делаем упражнения для всех группы мышц. И, как видно из названия, наша цель – это восстановление амплитуды движений в суставах. Ну, так как позвоночник – это многосуставная система, то, конечно, он тоже не остается в стороне. Гибкость, эластичность на уровне суставов – это один из важнейших аспектов здоровья всей биомеханики, всей кинезиологии, но и всего организма в целом. Поэтому это комплексный подход. Это зал гимнастики. Как мы говорили в нашем подкасте, что гимнастика является очень важным аспектом правильной реабилитации. Шейная, суставная, адаптивная для различных регионов тела. Надо понимать, что гимнастика – это особый вид активности, который позволяет людей вот просто вернуть на совершенно новое качество жизни, на уровень качества жизни. Они выходят отсюда все с улыбкой, потому что у них перестает болеть. Они чувствуют совершенно новые возможности своего тела, и они понимают, что у них есть перспектива. Вот научить людей не бояться своего тела, не бояться движения,
Контролировать боль мы можем здесь. И стулья для лекций, да? И Да, у проектов? нас тут как параллельный лекционный зал, на самом деле они обычно стоят в другом помещении, здесь у нас была лекция. Лекция, проектор, у нас тут проходят тут учебные семинары, повышение квалификации наших специалистов, Да. поэтому это как еще используем как лекционный. Вопрос. Я когда читал про кинезиологию, да, мне было вот сложно физиотерапию от кинезиологии разделить, это раз, да, ну вы сейчас объяснили, что есть большая часть тестирования, но я хочу рассказать другую историю про вот эту вот границу, где мы работаем с какими-то материальными вещами и магией, да, которая есть или нет. Я был на приеме у кинезиолога. Вот у вас я был второй раз в жизни, да, и там человек рассказывал совсем другую историю, она такая немножко мистифицированная для меня была. Я у него спросил, что такое, в чем суть кинезиологии. Он говорит, ну смотри, если коротко, то я переписываю твою программу в голове на твою старую программу, на твою новую позитивную программу. Например, у тебя болит, я не знаю, там печень, да, или поясница, и я захожу там, через твою систему, подсистему, надсистему, захожу каким-то образом в тебя и переписываю просто эту программу, и потом ты выходишь после сеанса, и у тебя это не болит. Это вообще Это отдельное был- направление. Да, это был вот мой первый кейс. И я нормально ко всему отношусь, пока это не начинает мне прям здесь и сейчас вредить, да, я могу убежать, но в целом нормальный сеанс, и более того, тестирование было такое же, как у вас, да, то есть для людей, да, чтобы было понятно, как происходит тестирование, я поднимал какие-то свои конечности, в основном руки или ноги, и на них нажимали, и была, я так понимаю, какая-то обратная связь от тела, по которой вы определяли, хорошо или нет, что-то определяли. Он делал то же самое тестирование, и вот потом мне там перезаписывал какие-то программы, чтобы у меня не болело. Ну, смотрите, то, что мы делали с вами, это был функциональный мышечный тест. Глеб, смотрите, мы нашли подопытного пассажира, да. Нужно сделать ему реабилитацию. Был уже чекап, да, и поэтому можно какую-то манипуляцию проделать с молодым человеком. Ну, хорошо, давайте проделаем. Надевайте манжеты. Надеваем манжеты, садитесь на пол. Мне было интересно спросить, куда их одевать, но Виталик сам принял решение. Ну, потому что он уже был на тестировании, он уже их надевал. Хорошо. Есть. Так, разворачиваемся сейчас таким образом, чтобы голова была здесь, а ноги в ту сторону. А ноги в ту сторону. Не, ну он мне еще нужен как партнер. Ну, Мгм. А пока вы делаете, у меня есть вопросик такой. И я видел в Инстаграме парня. Вот отлично, держите. Держите, все в порядке. Я видел в Инстаграме парня, который делает распятие вот подобное. Я так понимаю, что... 35, а там 40. 40. Ага, вот. Так, что тут у нас происходит? Что у нас происходит? Ну, вообще, никто не занимается в такой замечательной одежде. Это что у вас? Джинсы, Жилетка, джинсы. да. Ну, на ремень деловом. такой, Человек всё. на деловом двигается. Да. Предприниматель, да. Значит, что мы сейчас делаем? Ну, по сути, мы особо ничего не делаем. Мы сейчас делаем пассивное вытяжение Мгм. на всех уровнях. Достаточно приятно. Да? Какие ощущения, Виталий Юрьевич? А ощущение, как будто меня подвесили за ноги и за руки. Но дело в том, что я видел в Инстаграме парня, который построил прям целую клетку такую, и он делает вот эти вот вытяжения, и он только на них специализируется. Да, и есть такая система, она берется из прошлых веков, правила, так называемое, и там делается вытяжение. Но дело в том, что здесь мы не применяем пассивное вытяжение, а мы чаще всего пользуемся активным вытяжением. Вот, например, сейчас нормально еще с руками, да? Еще нормально.
Хорошо, давайте пока руки отпустим. Да, достаточно. Даже два надо помощника. Предварительно. Значит, сгибайте ноги в коленных суставах. Вот таким вот образом. И обхватывайте колени руками. Вот так. Чувствуется поясница? Да. Ну, шов скоро разойдется на брюках, но это такое дело. Если разойдется шов, то с меня кофе. Мы ставим этого ногу. Да. И отпускаем. И отпускаем. Хорошо. Сейчас мы немножечко поменяем руки. Давайте мне руки. Вот таким вот образом. Вот так. И еще разочек. Вот так. Хорошо. Не, ну поясница должна расслабиться, да? Да. Она так Она и висит. У расслабилась. меня как раз межпозвоночная грыжа. мне как раз- Она как раз и расслабилась, поясница. Это А теперь сгибаем колени. Приводим колени. там что-то хрустит. Вот так. Это манжет. А, я думал, Это это не его. он. Я думал, это его грыжа Это хрустит. не он. Хорошо. Отпускаем. Теперь делаем вдох. И на выдохе колени разводим в стороны. Тянем, 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 тянем. Руками хорошо колени прижимаем. Вот так, хорошо. И расслабляемся. Вот таким вот образом. Опять вдох, выдох и колени к груди. Вот таким вот образом. А что дает это натяжение, если без натяжения делать? То Эта тракция сейчас распространяется на всю заднюю поверхность тела до макушки включительно. И на фоне этой тракции, когда он выполняет это движение, мы дополнительно еще растягиваем пояснично-крестцовую фасцию. То место, где чаще всего возникает слипчивый процесс, то место, которое чаще всего и болит. И к грыже это не имеет никакого отношения. Поэтому, сделав снимок и увидев там протрузию, напрямую связывать ваши ощущения с этой протрузией или с грыжей категорически нельзя. Чаще всего сама по себе и протрузия, и грыжа – это и следствие нарушенного кровообращения. Нам нужно в этой зоне как раз это кровообращение и обеспечить. А обеспечивается оно путем движения. Но в острых случаях, когда острая есть боль, то начинать следует в первую очередь вот с такой вот тракции. Но это не пассивная тракция. Вот я вам пока сейчас рассказываю, это, конечно, пассивная тракция. Но пассивная тракция иногда может иметь обратный эффект, потому что то, что мы растягиваем, оно захочет снова укоротиться и еще больше сократиться. Поэтому мы не пользуемся пассивной тракцией. Мы подвесили и выполняем упражнения в движении. И выполняем упражнения в движении. Сгибаем ноги в коленных суставах и на выдохе тянем. Хорошо. Ну, я думаю, достаточно. Достаточно, потому что, опять-таки, как бы мы ни делали упражнения, но сильно тянуть нельзя. Потому что после такого упражнения, дальше следующее упражнение должно идти наоборот, на восстановление стабильности и укрепления этой зоны. И это был один из примеров манипуляций, которые вот происходят. Ну, это один, как вы просили, эффектный. Да, мы просили Вот. эффектный, и он получился. Потому я что считаю. мы, ну, так сказать, чтобы это было эффектно, вот, но это делается по показаниям абсолютно Да. не всем, далеко не всем, потому что очень многим нужно начинать с более простых, базовых упражнений, опять-таки с манжетами, но намного проще. И так как он лежит в основе диагностики в прикладной кинезиологии, именно поэтому прикладная кинезиология, если вы откроете там Википедию, там даже будет написано, что это лженаука. Потому что это очень субъективно. Как мы оцениваем функциональный тест, то есть тонус мышцы. Но в этой связи мне хочется всегда привести пример аускультации, перкуссии и пальпации как методов диагностики, которые до сих пор применяются в конвенциальной медицине. Которые тоже субъективны могут Вы быть, знаете, что такое пальпация, что Да, такое перкуссия, да? Это тоже очень субъективный метод исследования, потому что два специалиста будут выполнять перкуссию, один будет говорить, что печень выходит из-под реберной дуги, другой будет говорить, что она на уровне реберной дуги, и где что-то объективность. Да? То же самое с аускультацией. Кто-то выслушивает
какие-то проблемы в сердце, кто-то не выслушивает. Поэтому говорить о том, что прикладная кинезиология лженаука, исходя только из субъективности этого теста, категорически нельзя. Этот функциональный тест, он основан на совершенно четких законах физиологии и функционирования нервной системы. Потому что тонус мышцы может меняться. И под нагрузкой мышца должна усиливать сопротивление. Это и есть тот тонус, о котором мы говорим. Если под нагрузкой мышца не усиливает сопротивление, значит она гипотоничная. Это значит, что когда мы молоточком ударяем по сухожилию мышцы и получаем ответную реакцию, это используется метод уже больше 100 лет и в неврологии, и вообще в конвенциональной медицине, мы определяем, иннервирована мышца или нет, правильно ли она иннервирована. То есть есть ли вот эта вот рефлекторная связь между центром и самой мышцей. Но будет ли мышца под нагрузкой сопротивляться, справляться с этой нагрузкой, этот тест сухожильного рефлекса, он абсолютно об этом не говорит. А в повседневной жизни нам это необходимо. Вы сейчас сидите, и ваша четырехглавая мышца находится в каком-то базовом тонусе. Вы сейчас встанете, и для того, чтобы вам встать, вам необходимо этот тонус усилить. А вот усилится он или нет, это уже вопрос. А если он не усиливается, это значит, что у вас где-то, возможно, возникнет боль. А если вы захотите использовать эту четырехглавую мышцу, чтобы поприседать в тренажерном зале со штангой, или вам захочется пробежаться, или по ступенькам пройтись, вот тогда вы почувствуете, что где-то у вас болит. А это будет свидетельствовать о том, что какие-то мышцы вот как раз и под нагрузкой и не справляются с этой нагрузкой и не усиливают тонус. Поэтому это хоть и субъективный метод исследования, но он абсолютно четко специалистом может быть регистрирован. Конечно же, сегодня YouTube, он служит хорошую службу, когда он нас о чем-то информирует, но с другой стороны, он делает и плохую службу, потому что кажется людям со стороны, что это легко прочувствовать, а на самом деле не так-то просто, потому что мы на наших семинарах, когда проводим обучение людей, то мы видим, насколько сложно прочувствовать этот тонус. И для этого нужно быть действительно специалистом и достаточно хороший иметь опыт. Поэтому, сегодня, понимаете, онлайн-обучение в медицинском вузе, это, к сожалению, тоже... Это что-то интересное, это тоже да? интересно. Вот, да. Поэтому каждый, кто это увидит со стороны, он подумает, какая-то ерунда. Это какой-то просто бред. А кто-то начинает этим тонусом, этим тестом пользоваться для каких-то других нужд. Дело в том, что мышечный тонус, как реакция нервной системы, может быть рассмотрен еще, а нервная система реагирует на разные факторы. Совершенно разные факторы и со стороны внешнего окружения системы, так и со стороны внутреннего, поэтому тонус может меняться. И это еще очень неисследованное поле для изучения. И этим нужно заниматься, это нужно изучать, а не превращать это в, я не знаю во что. И не говорить о том, что это лженаука. Этот специалист, суть в том была, что он говорит за энное количество процедур, на которые ты ко мне придешь, на протяжении часа или полтора, и я смогу избавить тебя через инструмент под названием кинезиология, да, я смогу избавить тебя не только от проблем, связанных с опорно-двигательным аппаратом, а я смогу еще избавить тебя от других проблем. Условно, недосыпание, боль в печени и еще что-то, да, боль в голове. Возможно, я не берусь как-то комментировать это, потому что я не знаю. То есть, я к чему? Это не для меня кинезиология, это вообще другое направление. То, что там такой же самый мышечный тест, это просто инструмент. Мышечный тест. А это нейрокинезиология, которая на стыке работы с структурой, с энергией, с эмоциональной сферой, с ментальной сферой. Это метод, который тоже дает очень хорошие результаты, и которым пользуются многие специалисты, пациенты, и они довольны. Но к прикладной кинезиологии это не имеет никакого отношения. Кроме того, что тест более-менее похож. Это другое направление. Просто, понимаете,
Когда у тебя есть возможность прийти на сессии 5 раз, и тебе каким-то образом вылечат все твои проблемы, а тут ты приходишь, тебе делают похожий тест и говорят, надо 3-6 месяцев, там, в зависимости от кейса, ходить и работать над собой, то, мне кажется, большинство людей выбирают легкий этот путь, да, какой-то магический, где им перепрошьют прошивку в голове или карму. Ну, пожалуйста, пусть выбирают, пусть делают. И если хороший будет результат, так мы только порадуемся. Да, ну вот хотелось бы как-то объяснить людям вот эту вот разницу в подходе и то, что, ну, возможно, не совсем это работает. Да? Мы не беремся судить, опять же, работает или нет, бог его знает. Знаем, может и работает. Смотри, если мы откроем Википедию, первое, что мы прочитаем, прикладная кинезиология, лженаука. Да, это которая в 1964-м. Да, это оно. Вот прикладная кинезиология, лженаука. Но я, занимаясь этой дисциплиной как промоутер, как продюсер последние 12 лет, я могу констатировать, что сейчас существует жесткий кризис в медицине как таковой. Что имеется в виду? Фармбизнес, который полностью меняет вообще, в принципе, подходы и алгоритмы, и страховая медицина, которая творит просто страшные вещи. Вот, например, в Германии люди совершенно четко озвучивают тезис: я не буду платить деньги за свое здоровье. Ты можешь представить себе, насколько вопиюще звучит эта фраза? Я не буду платить деньги за свое здоровье. А в каком контексте? В контексте, что за мое здоровье платит страховая компания. Я здесь защищенный, я в Германии. И страховая компания заплатит за мое здоровье. Если у вас нет страховой договоренности со страховой компанией, мы к вам не пойдем. Пусть я хожу в ту реабилитацию, в которой мне 5 лет, делают одни и те же действия, делают их плохо, мне становится хуже, у меня качество жизни снижается, я все равно буду ходить туда, потому что там оплачено. Я не буду платить эксперту, который говорит, мы вообще по-другому вообще к этому подойдем. Мы можем изменить ваше качество жизни. Ведь наша задача, кинезиология, кинезитерапия, центр реабилитации – это качество жизни пациента. Это если пациент хочет бегать, он должен бегать. Если он хочет поднять ребенка на руки, он должен поднять ребенка на руки. Когда ему в 30 лет говорят, вам нельзя поднимать ничего больше 3 килограммов, и он верит в это. Да. Если он хочет заниматься дайвингом, он занимался дайвингом, там, скажем, до какого-то возраста, в 40 лет ему сказали, ой, вам уже нельзя. И вот у нас вчера была девушка, вот здесь пациентка, которая говорит, я всю жизнь занималась экстремальным спортом, на машинах переворачивалась, с горы лазила, с парашютом прыгала. И говорит, ну я сейчас такая разваленная. Я говорю, супер, так вам сюда, вы же привыкли с собой работать, давайте, приходите, мы вместе восстановим ваши ресурсы, вы через полгода на лыжи, на дайвинг, с парашютом и так далее. Она поставила на себе крест, такой фразой, говорит, ну мне уже 46, вы о чем? Как это 46, и вы о чем? Мы что, мало видим людей, которые в 70 лет лезут в горы, совершают какие-то переходы, какие-то там заплывы и так далее, в 70, в 80, в 90. Сегодня видел бабушка в 106 лет, задувала тортик, свечки на тортике, 106 лет, и говорит, мой главный рецепт – это такой-то бренд виски. И этот бренд виски ей подарил запас виски на 10 лет вперед. То есть она в 106 до 116 будет теперь этот виски употреблять. Потому что отношение к себе должно быть такое, вот как вот у тебя. Ты говоришь, ты когда пришел, ты сказал, я хочу делать для своего тела все, чтобы как можно дольше им пользоваться, и ресурс чтобы был. Так вот, ресурс, насколько мы рассчитываем? Сколько мы рассчитываем прожить активно? Сколько мы рассчитываем, и что мы подразумеваем под активностью? Для кого-то это ходить в ночные клубы. Кто-то говорит, я вот в студенческие годы ходил, сейчас уже не могу, да это как бы и нормально. Куда мне там 30 лет уже в клубы ходить? Уже как бы все. У людей вот эта вот рамка, которую они себе ставят, они к ней подходят, и они смиряются. Сегодня, когда мы говорим о том, что мы можем получать обратную связь от мышечно-скелетной системы через оценку мышечного тонуса, на сегодняшний день мало кому, в принципе, интересно в этом разбираться. Да. Никакие научно-исследовательские институты не будут этим разбираться, потому что фармбизнес в этом не заинтересован. Фармбизнес заинтересован в том, чтобы продавать препараты. О каком методе исследования либо терапии может идти речь у фармбизнеса, когда здесь нет ни одной таблетки, ни одной инъекции, ни одного шприца. Здесь это не нужно. Мы можем достигать прекрасных результатов без медикаментов. Мы их не отрицаем. Мы используем медикаменты, когда они нужны. Но они нужны, наверное, в 2/3 случаях меньше, чем их прописывают в конвенциональной медицине. А еще и почему так происходит? Потому что я
недавно рассказывал про кризис медицины и приводил пример о том, что в США на прием пациента врача-специалиста дается 15 минут. Это он должен... В Польше же тоже похожая система, Так знаете? я узнал о том, что когда в Польше ты через терапевта приходишь, был в то шоке. то же самое, да. Как можно за 15 минут, если пациента надо раздеть, осмотреть, собрать анамнез, сделать анализ, заполнить документы, выписать направление, выписать какие-то рекомендации. За 15 минут это 3 минуты на реальную диагностику пациента. 3. У нас пациентов диагностируют наши специалисты от часа до 3 часов. Давайте я вам историю про аппендицит расскажу, который я думал ехать в шпиталь и вырезать. Я пришел, по-моему, на встрече говорил, что вот думал, тут болело, туда-сюда. Короче, история такая, что у меня болело здесь, да, справа, и потом в один день я просыпаюсь, поднимаю правую ногу, и я понимаю, что, ого, болит сильнее. Меряю температуру, у меня температура, заходишь в наш любимый интернет, читаешь, так, значит, что ногу поднял, там этот самый, скорее всего, может быть аппендицит. Я такой думаю, окей. И оно действительно болело. И дальше я думал, что мне ехать в шпиталь или нет, а здесь система такая, что если ты едешь в поготове Ратункове, в приемный покой, то тебе дают цвет, да, уровень боли определяют. Исходя из этого у тебя колейка. Срочность. Да, срочность, они распределяют нагрузку. Если я не приеду и там, не знаю, не буду специально плакать и говорить, пожалуйста, спасите, я умираю, да, мне не дадут другой цвет, то я буду сидеть там часов 7. Думаю, как-то не хочется, сделал УЗИ, и потом, попал к терапевту. Да, это вся история про терапевта. Попал к терапевту, и она говорит, так, окей, что болит, что это? Я говорю, вот здесь. Она такая, окей, ложись, померяй давление, и дальше мне пощупала просто живот, сделала еще один какой-то тест, и говорит, давай сдашь быстрый тест на капиллярную кровь, чтобы понять, есть ли там воспаление, и все. Я это все сдал, она пришла, этого нету, воспаления нету, говорит, тогда не аппендицит, тогда что-то другое. Что? Не знаю, походи еще, вот тебе таблеточка, и в добрый путь. Будет болеть в любой непонятной ситуации, едешь в приемный покой. То есть этим закончился наш разговор. Но я думаю, не мой кейс, так просто такие решения принимать, поэтому в том числе одна из мотиваций прийти там сюда, да, была разобраться с этим. Что это Коль ненормально. мы завершаем, поскольку мы в этой сфере давно, то для меня, кажется, настолько очевидным, и я удивляюсь, как для других людей это не очевидно, что здоровье – это наш главный ресурс. Чем бы мы ни занимались, чего бы мы ни хотели, здоровье – это главный ресурс. Когда у тебя что-то болит, ты не можешь думать ни о чем. Да. Ни о развлечениях, ни о заработках, ни о путешествиях. Не о целях, ни о о смысле целях, жизни. ни о счастье. Только бы не болело. Да. Но когда оно перестает болеть, а тебе говорят, слушай, чтобы не заболело снова, тебе нужно сделать то-то и то-то. Да. Мы говорим, уже не актуально, уже не важно. Поэтому главный ресурс, как всегда говорит Глеб Константинович, здоровье можно только заслужить. И заслужить это необходимо, чтобы мы ввели в свою привычку заниматься своим телом, заниматься своим здоровьем, здоровьем мыслей, ментальное здоровье. Ведь это же все очень взаимосвязано. Мы не можем чувствовать себя хорошо и здорово, если ты морально подавлен. Если, не дай бог, например, у тебя на глазах произошла трагедия, ты увидел там какую-то страшную ситуацию, ты не можешь себя чувствовать свободным, легким и бежать на тренировку и там себя прекрасно чувствовать. У тебя все это взаимосвязано. Поэтому здесь мы учим людей посвящать силы, энергию, время своему здоровью. И если они к этому готовы, то оно у них будет. Давай еще этот кейс тогда, чтобы завершить тему по здоровью. Кейс с пяткой и зубами. Если еще наши зрители не знают, у нас есть YouTube-канал, на котором огромное количество роликов, и там есть некоторые ролики, которые набрали просто топ просмотров, потому что они дают какие-то, логические схемы, о которых просто никто даже не задумывался. Да. Так вот, взаимосвязь зубочелюстной системы и подошвенного поневроза, стопы наши. Расскажи нам коротко, какая связь? Все связано со всем. Поэтому мы не можем сказать, что стопа связана с зубочелюстной системой. Стопа связана со всем. И зубочелюстная система связана со всем. Это не кинезиология, так устроен наш организм, что все в организме имеет рефлекторные связи друг с другом, рефлекторные и структурные связи. Так как стопа – это первый элемент нашей системы, который сталкивается с гравитацией, то от того, как произойдет этот контакт, зависит вся остальная надстройка, как она будет себя чувствовать. Потому что, понятное дело, что если вы неправильно поставили фундамент, то
до 20 этажа это небольшая погрешность в 2 градуса, она может уже вылезти в такой перекос, что уже 20 этаж будет под вопросом, устоит он или нет. Ну, то же самое и со стопой происходит. Это первый уровень, когда мы сталкиваемся с гравитацией, поэтому если на уровне стопы есть дисфункция, которая проявляется тем, что стопа, как диафрагма, не воспринимает, неправильно контактирует с поверхностью, с этой гравитацией, то в дальнейшем все, что дальше последовательно, послойно идет в системе под вертикальной нагрузкой, оно будет компенсировать. Вот что. И эта компенсация, она может реализоваться где угодно, на уровне коленного сустава, тазобедренного сустава, на уровне таза, на уровне ключицы или зубов. Поэтому, наверное, в ролике речь шла об этой связи, там, где компенсация реализовалась на уровне зубочелюстной системы. Но на самом деле у человека коленный сустав может болеть от того, что у него стопа имеет какую-то дисфункцию. Я вот послушал вас, думаю, господи, сколько всего надо знать, каким надо быть умным человеком, чтобы весь этот комплект факторов уметь собирать воедино, диагностировать, еще и, ладно, диагностировать, а потом еще и знать, что нужно сделать, чтобы исчезла проблема. Ну, да. вы знаете, когда у меня зависает компьютер, и я прошу специалиста, компьютерщика, как это любят говорить, вот, что-то там сделать, и он начинает на что-то нажимать, там на экране происходит что-то непонятное, цифры бегают туда-сюда и так далее. Я думаю, боже мой, сколько же это надо всего знать, так же знать, самое, да? на какую кнопочку нажать, как оно вообще все это работает. Поэтому каждый человек специалист в своей области. Да. В завершении. Нас смотрят предприниматели, и, как вы понимаете, исходя из вашей насмотренности, знаете, что у них много проблем, стресса и тревожности. Вообще в целом, да, сейчас есть такое, у меня, по крайней мере, ощущение, что уровень тревожности у людей вырос в общей массе, да, людей. Вроде бы, казалось бы, блага растут, машины становятся все дешевле, доступнее, смартфоны у всех есть, да, не то, что раньше. И медицина развивается, но уровень тревожности почему-то у людей растет. Вопрос. Как предпринимателям, которые нас смотрят, какую конструкцию жизни им можно выстроить, исходя из вашего опыта, знаний и навыков, да, чтобы как-то понижать этот уровень тревожности, чтобы это меньше влияло на их физическое тело, чтобы прожить более счастливую жизнь? Ну, если можно, я начну. Я не скажу ничего нового, я думаю, что Глеб тоже не скажет ничего такого революционного, но мы скажем какие-то вот собственные кейсы. Наше тело — это наш космический корабль, который летит по жизни, в котором нам лететь. Если он начнет барахлить, если закончится топливо, если отвалится нос, у ракеты в смысле, если поломаются крылья, то далеко мы не улетим. А у нас-то целей в жизни много. Мы же хотим на Мальдивах побывать, и в горы пойти. И вот мы недавно в Гималаях были. Это невероятно. Я всем советую вот Гималаи увидеть. Это вот must have каждому. А ведь когда у тебя что-то болит, скажем, вот как ты говоришь, там тянет в боку, и ты не можешь долго сидеть, есть люди, которые из-за боли не могут даже ездить далеко, скажем, между городами. Они говорят, меня укачивает, я не могу ездить даже там 3-4 часа в машине. И они сидят в одном городе всю жизнь. А проблему-то не решают. Медицина не может им сказать, что дают какие-то таблетки от укачивания, дают какие-то рекомендации, скажем, там, закрывайте глаза, купите очки себе от укачивания. Это же не решает проблему. И люди постепенно ограничиваются. Конечно, современная жизнь сегодня дает массу вариантов, как получать удовольствие даже в радиусе 2 километров. Можно получить все, что угодно. И спорт, и массаж, и развлечения, и ночные клубы, и магазины, и шопинг, все что угодно. Но ведь мы хотим смотреть мир, мы хотим летать на другие континенты, мы хотим наслаждаться жизнью. И этот вот наш космический корабль должен быть нам надежным в этом партнером. Поэтому первое, чтобы я сказал, как снизить стресс, необходимо расставить приоритеты, чего мы в жизни по-настоящему хотим, просто вот задуматься, чего мы в жизни хотим по-настоящему. Вот в этом году, в ближайшие 5 лет. Причем по-настоящему это не скажем достичь новых результатов в бизнесе, заработать там очередной миллион, либо открыть очередной филиал и так далее. А постоянно смена какая-то картинки должна происходить. Бизнес, да, это хорошо. Я расту в бизнесе, я расту в своей семейной жизни, я расту в своей спортивной жизни. Вот для меня, например, очень важным является занятие спортом. Я всегда нахожу для этого время.
И когда мне говорят, да я же бизнесмен, откуда мне время заниматься спортом? Я всегда нахожу время заниматься спортом. Я где бы я ни был, в каком бы перелете, в какой бы стране, я всегда на это нахожу время. Для меня это максимальный приоритет. Поэтому если человек расставит себе приоритеты и скажет, что мой приоритет – это мое здоровье, он всегда найдет на него время. И чаще всего люди отказываются платить за здоровье временем и выбирают таблетки. Деньгами, да? Или какими-то инструментами. Ну, пытаются деньгами, но деньгами здоровье не купишь. Не купишь. Это банально, но тем не менее. Здоровье можно только заработать. Заработать, отказывая себе в неправильном питании, потому что хочется съесть там жареную картошку, а ты ешь там какой-нибудь отварные брокколи, условно. Хочется, например, там полежать на диване, попить пиво, посмотреть там бокс, а ты, например, идешь в спортзал. Ты постоянно себя дисциплинируешь, и ты потом получаешь, что тело, тот ресурс, когда ты можешь, там, в 45 лет остальные развалины, толстые, с брюхами сидят, и отдышка, не могут там на второй этаж подняться, а ты в это время в Гималайи поднимаешься. Поэтому все зависит от приоритетов. Понял. Вам есть что добавить? Мне кажется, что основную тревожность человеку создает то, что он не удовлетворен своей жизнью. А почему это происходит? Потому что он постоянно себя сравнивает с кем-то другим. У кого-то больше денег, у кого-то лучше машина, у кого-то сильнее бизнес, у кого-то еще что-то. И вот для того, чтобы не возникала такая тревожность, нужно, мне кажется, не себя сравнивать ни с кем-то другим, а себя сравнивать с собой вчерашним. И смотреть, какой ты был вчера и какой ты есть сегодня. Если ты за этот период, со вчера до сегодня, никак не улучшился ни в какой сфере, то, наверное, вот здесь, может быть, и стоит потревожиться, да. Потому что всегда вокруг будут люди, кто, по твоему мнению, более успешный, более состоятельный и так далее, и так далее. И всегда это будет тебя вводить в какое-то состояние тревожности, как минимум, и неудовлетворенности. Поэтому занимайтесь собой. Когда Максим рассказывал о том, как начинался бизнес, он очень подробно многие вещи рассказал, но что самое главное нужно, мне кажется, для бизнеса, и я в этом убедился, это понимание того, что мы живем не в пустыне, не на острове, где никого больше нет, а мы живем среди людей. Поэтому для того, чтобы организовать бизнес, надо найти правильных людей. Нам очень повезло. Так, видимо, сошлись звезды, и нам так благосклонно Вселенная отнеслась, что на нашем пути, вот в построении этого бизнеса, все время нам попадались правильные люди. Потому что с самого начала Виталий, как специалист, правильно нас провел по открытию бизнеса. Елена Ригель, как специалист, нам помогла сделать ремонт здесь, и она привлекла к этому правильных специалистов, строителей, сантехников и так далее, и так далее. Нам повезло, нас на каждом этапе, бухгалтерия и прочее, прочее. Я не сильно в эти вопросы уже вникал, но я видел, что большинство людей, с кем нам пришлось контактировать, это были специалисты, которые решали проблемы, а не ставили их перед нами. Класс, спасибо вам за подкаст. Я разобрался и с бизнесом в Польше заодно, и с тем, как работает наше тело. Все, конец. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.